Известный горный охотник отправляется на охоту в Кавказские горы. Да хорош, Макс, включать этого диктора Левитана. Давай уже по-нормальному, как мы привыкли. В общем, в этом видосе мы расскажем вам о нескольких охотах на кавказских туров, на кубанского и на дагестанского. Как всегда, интереснейшие виды дикой природы, увлекательные моменты на настоящих охотах. Никаких постановок, только реальная охота, как она есть. Флажку про кадры о реальной охоте, думаю, и ставить незачем. Оно и так ясно, о чем речь в моих документалках. Надоели, конечно, эти тревел-блогерские форматы, но ничего не попишешь. Политика жанра заставляет придерживаться рамок. Итак, первая часть об охоте на кубанского тура в наших любимых местах в Карачаево-Черкесии. В первый же день охоты мы нашли группу довольно неплохих самцов кубанского тура. Сделав короткий подход, мы начали готовиться. Позиция для стрельбы была довольно удобная, и Александр решил попробовать стрелять с сошек. Дистанция была 380 метров, угол стрельбы минус 20 градусов. Подожди. Самый нижний, да? Самый нижний. Самый ближний к нам, который. Да. Сейчас остановится, подожди. Мимо. Попал? Попал. Попал. Вниз пошел. Попал. Перезаряжай, он под нами стоит. Да еще. Я тебя не вижу сейчас. Он под нами. Он вниз падает. Не пошел вниз. Все, сбежал за гору. На повторе хорошо видно, что пуля прошла практически прямо под носом у тура, хорошенечко напугав его. Именно поэтому он и бросился на утек, отдельно от всех остальных. Несмотря на это, ребята все равно сделали чекап и проверили по следам, нет ли случайно крови. Я тебя не вижу сейчас. Он под нами. Он вниз падает. Не пошел вниз. Все, забежал за гору. Он вниз упал, что я не видел. Ведь видеосъемку мы обычно можем посмотреть и проверить лишь в лагере на планшете. Причиной промаха, как мы все согласились, было неустойчивое положение из-за стрельбы с сошек. Красота. Красиво. Красота. Очень красиво. Как водится, если не получается взять то, что находится рядом, приходится помучиться. Но это и есть все то, за что мы так любим горную охоту. Как же без конных поездок по гребням скалистых гор? Как же без ожидания на ветру и ночевок в палатках? Это и есть то, что в первую очередь запоминается и приходит на ум каждый раз, когда мы смотрим дома на наши добытые трофеи. Тем ценнее они, чем больше было потрачено сил, пота и эмоций на их добычу. В общем, мучились мы еще 3 дня. И, наконец, на 4-й день нам удалось опять обнаружить и подойти к группе туров, пасшихся в крутом ущелье прямо под нами.
В этот раз мы решили не испытывать судьбу и стрелять с рюкзака. Благо, дистанция была не очень большая, всего 280 метров. Хотя и очень крутой угол стрельбы, больше 50 градусов. К тому же, были очень сильные порывы ветра. И стрелять мы решили как бы между этими порывами, в момент, как ветер стихнет. Есть, попал. Есть. Попал. Добить? Все, лежит. Добивай. Не, подожди, сейчас. Все, лежит. Все, Саша. На мушке держи на мушке. Давай еще контрольно сделаем, нет? Есть, правда. Очень рад. Да? Просто классно. Надо это доставать. Да. Эх! Лет? 8-9. Ну, вот и завершилась моя вторая горная охота. Был добыт великолепный трофей кубанского тура. 4 дня охоты. Первый день приехали, быстренько вышли, но не получилось добыть. Был промах, очень обидный. Там буквально в сантиметре от зверя было попадание. Потом 2 дня дождь, ветер. И вот 4-й день с утра вышли, и благодаря нашему замечательному егерю, ему помощнику и, конечно, организатору Максиму Воробьеву добыт вот великолепный трофей. Он займет почетное место у меня в моем доме среди других моих трофеев. Спасибо. Вот это ветер. Ветер все усиливался. Когда мы разделали трофей, упаковали мясо, шкуру и рога по рюкзакам и стали подниматься вверх, ураганный ветер просто сшибал нас с ног. Замеры показали, что порывы ветра достигали более 100 км в час. И вот мы пришли на лагерь. Палатки сорвало. Не унесло наши две, потому что внутри вещи. А пацанов палатку унесло. В общем, вот так и закончилась эта охота. В этот же день мы решили собраться и уехать. На таком ветру все равно бы не удалось порадовать себя свежей туриной печенкой, сердцем и прочими деликатесами. Не буду выдавать сразу все карты. Как-нибудь засниму вам в следующий раз то, что я особенно ловко и, по-моему, супер вкусно научился готовить. Многие брезгуют, но по мне это просто бомба. Даже 2 бомбы. С Александром мы еще увидимся в конце этого фильма на охоте на дагестанского тура. Спойлер. И ветер опять будет с нами.
А сейчас еще рассказ об охоте на кубанского тура, которая растянулась аж на 2 года. Ваня, как себя чувствуешь? Не знаю даже, что сказать. Как? Ты ездил когда-нибудь на лошади? Не, ни разу. Ни разу? Первый раз. Вот у тебя будет опыт. Вообще ни разу в жизни? Вообще ни разу. Обалдеть. Я с 6 лет. Первая горная охота, первый опыт езды на коне, первый опыт нахождения в горах без теплого дома и теплых постелей. Что может быть прекрасней? Я искренне завидую чувствам новичков, которые они испытывают, когда в первый раз видят всю эту суровую красоту и впервые дышат таким тонким воздухом гор. Вот так это трехразовое питание называется. Вот он и первый выход, подход к турам, которые пасутся на противоположном склоне, и первое непростое решение стрелять на дистанцию, на которую, если когда-то и стрелял, то только в тире, на стрельбище. Смотрю его. Не торопиться. Ты будешь стрелять хочешь? Что я просто оставляю все пока. Все, понял. Когда мы находимся в комфортных условиях стрельбища, то у нас есть время все четко рассчитать. Дистанция, угол наклона, боковой ветер. Далее всегда есть время внести необходимые поправки в прицел. Современные оптические прицелы с крутящимися башенками-туретами довольно удобны. Рассчитав на баллистическом калькуляторе траекторию полета пули, ее деривацию с учетом всех параметров и даже погодных условий, давления и температуры воздуха, можно произвести довольно точный выстрел на расстояние даже более 1 километра. Вот только цена любой, даже небольшой ошибки, погрешности в расчетах слишком высока. Вова, стреляем. Блять. Конечно, все последующее время прошло в разборах. Что же именно произошло? Куда прилетела первая пуля? А соответственно, куда дальше ложились и все остальные? Все последующие выстрелы были бесполезны, если первый не попал в цель из-за ошибки в расчетах. Даже на планшете в лагере мы не смогли определить, куда был сделан первый выстрел. Лишь позже, уже на компьютере, в слоумо мы увидели, пуля легла значительно ниже цели. Впоследствии мы поняли, что произошло. После пристрелки в самом начале охоты прицел обнулили. При езде на коне ружье находилось на ремне за спиной охотника. Прицел терся об одежду, и ноль сбился. Увидев, что ноль не на месте, охотник сделал дополнительный лишний поворот в обратную сторону. Это-то и сбило прицеливание. На следующий день спускаясь, чтобы найти возможного подранка вчерашнего, увидели еще одну группу. Сейчас вот видно 4 рогаля, достаточно крупных. Расстояние 829 метров, достаточно далеко. И будем стараться сейчас тихо себя вести. Возможно, они увидят
лошадей не так отреагируют. По крайней мере, сейчас они не убегают. Явно, что здесь туров не стреляют на 1000 метров. Иначе бы они припустили уже, увидев нас за 1,5 километра. Но они подпустили нас на 829 метров. Значит, туры здесь просто не такие пуганые. Постараемся дождаться, чтобы они легли. Сейчас где-то 10:30. Может быть, они лягут. Тогда у нас будет возможность подхода. Как говорится, терять было нечего, и мы решили подойти поближе и испытать удачу еще раз. Но, видимо, это был тот самый первый блин, который выходит комом. Опыт, как известно, сын ошибок трудных. Ребята вернулись спустя год. В этот раз нас ждали еще более суровые испытания из-за буквально зимы, начавшейся раньше обычного. Кормил. Опять. Вот что значит поехать на охоту с психопатом, да? Утро нового дня. Ноябрь. Карачаево-Черкесия. Охота на кубанского тура. Эльбрус. Я по утрам не такой фотогеничный, как должен быть. О, да. Ходи. И иди вперед.
несколько дней условия были буквально полярные. Но вообще не бывает холодных ночей. Есть просто недостаточно теплые спальники. В этот раз ребята подготовились от и до. Никто из охотников не замерз и не заболел. Погода только добавляла особенного колорита. И уж точно сделала эту поездку хала-мала незабываемой. А что это вы тут делаете-то, а? Охота уже кончилась. Ох. Да, полярники. Настоящие полярники. Это не хала-мала. Это вообще не хала-мала. Максим, где погода? Где? Где второй тур? Так мы супчик едим. Пока хлеб. Пока хлеб, да. Макс, где погода? Кстати, после нескольких дней пурги туры обычно бывают весьма активными. И, как говорят местные ребята, вылезают на первое солнышко изо всех щелей. Тут-то мы и решили их подкараулить. Ваня, я... Кто стреляет? После прошлогоднего неудачного опыта ребята решили стрелять вместе, дуплетом, чтобы наверняка. Жди, пока повернется. Жди, пока повернется. Давай. Попали. Да куда? На нас бежит. Ну, второй год мы приезжаем. Мужики, спасибо. Макс, тебе отдельно. Не первый раз. Стреляли вдвоем. Неожиданно, погоды не было. Впечатлений пока осознать не можем. Но круто. Сейчас чего тараканить с мужиками. Спасибо всем. Ну и, наверное, семьям, которые нас поддерживают и отпускают в такие приключения. Андрюх, что ты делаешь? Как всегда, о вас забочусь. Вот видишь, порубал, приготовил, пожарил. Без лишней лирики покажем вам добычу второго тура. Тут уже дальним выстрелом отличился Андрей Кучинский.
Изначально нам казалось, что тур по склону ущелья постепенно придет к нам. Скрылся все. Но, видимо, он наткнулся на наши следы, когда мы до этого ходили по тому же склону, обследуя местность. И он повернул назад. Чего ждете-то? Тут уже медлить было некогда. На этот раз расчеты не подвели. Чего ждете? Попал. Все есть. Блин, туман не падает. Все вниз. Тут даже Трифон охуел. Красавчики. Поздравляю. В следующей части нашей документалки мы опять встретимся с Александром и вместе с его супругой Настей переместимся в солнечный Дагестан. Именно здесь мы поохотимся на дагестанского тура. Good morning, ladies and gentlemen. Ну что, прилетели мы в Махачкалу. Такая логистика, конечно, тяжелая. Мы 2 суток не спали. Из Минска в Москву, 8 часов ожидания. Но у нас все получилось, добрались. Сейчас съездим в село. Дай бог, к вечеру успеем. Ночуем. И завтра в горы в путь. Чемодан у нас на 5 дней. Нормально. На 5. Можно и дольше. Вот ехали из Махачкалы, выехали, доехали до Дербента, решили остановиться, перекусить. Вот, шашлык, вот, разные ассорти. Очень красиво, кстати, вид, там на море сидим, но погода 32 градуса. Так что сейчас покушаем и дальше в путь. Добрались мы до подножия гор. Вот, нас встретили. Сейчас покушаем, немножко расслабимся. И завтра в 5 утра подъем и в горы. Всем приятного аппетита. Спасибо. Там одному никогда никуда не включаться. Рядом будут ребята с вами. Дернул Джома, вот она. Первый холодный, а второй вот немножко как бы, да. Все будет хорошо.
пару часиков на кониках, потом пешком поднимемся. Так что все впереди, все увидим. Добрый путь. Это очень нелегко. Я говорю, нелегко, Заяц. Не как в фильмах. Сделали небольшой перевал. Высота у нас 2500. Прошли суммарно 10 тысяч. Сейчас передохнем и чуть-чуть еще подняться. Воздух дышится просто. Вода горная лучшая. А вообще в горной охоте, наверное, самый прекрасный этот момент. Вот этот вот идешь, устал, присел, отдохнул и ах, смотришь назад, столько смог, столько прошел. Это есть то, ради чего очень многие ходят. Ради того, чтобы преодолеть себя и показать самому себе, сказать, да, я смог, я поднимусь. Вот супруга моя тоже сможет. Вот мы добрались до нашего лагеря. 2800 высота, суммарно за день 17 тысяч пройденных метров, соответственно. С учетом того, что часть пути была пройдена на конях, часть пути мы прошли ногами. На все про все нам 5 часов хватило. Но скажу так, очень тяжело. Говорю честно, горная охота — это про испытание самого себя, своих возможностей. И однозначно нужно заниматься. Это ходить, тренироваться. Это очень-очень тяжело. Но что радует, туры есть. Вот, смотрели, уже видели, даже были какие-то следы, какие-то там взвесь, поднималась пыль. То есть, значит, соответственно, егеря сказали, что там тур есть, поэтому завтра с утра раненько поднимемся и попробуем обойти с обратной стороны туров, их увидеть. Ну, вообще, вот виды, конечно, у нас вот тут просто сказка. Воздух отменный, дышится супер. А спаться сегодня будет после такого похода вообще просто замечательно. Я с супругой в двухместной палатке, ребята вот в большой. Тут мы будем и есть, и ребята будут отдыхать. У нас в сопровождении 4 человека с нами сегодня. С учетом того, что нас просто много, поэтому и как бы нам выделили дополнительных людей. Склон такой, значит, приятное, хорошее место. Ну а дальше охота покажет, что как оно будет. Как выспимся, с утра узнаем, удобно, неудобно. Но я думаю, что все будет удобно тут. Дышать хорошо. Хоть и высота, но везде трава, все замечательно. То есть посмотрим, как оно будет. Тяжело. Поднялись снизу. Вся дорога песчаник. Камни, зыбь. Не знаю, каждый шаг с большим трудом дается. И подниматься нам еще вон на самый-самый верх. Я говорят, там уже есть туры. Привязанные, ждут нас. Поверим. И мелкий дождь такой. То есть, то нету. Накидываешь дождевик, жарко. Снимаешь. Вроде замокаешь. Ну, ладно, пойдемся.
Наконец, мы увидели довольно большую группу туров. Эти маленькие, но еще идут. Пока они еще лежали, было принято решение максимально быстро, скрываясь за гребнем горы, выйти на вершину, чтобы оказаться над турами. К сожалению, в тот момент, когда мы уже практически подошли к вершине, туры также сдвинулись со своего места и также поднялись на эту вершину с другой стороны. Так и получилось, что мы вышли друг на друга практически в лоб в лоб. В такой ситуации, в большой группе на очень близком расстоянии, практически невозможно выбрать подходящий трофейный экземпляр. К тому же туры заметили нас и тут же начали движение, постоянно перекрывая друг друга. Лучше не рисковать и не делать ошибочный выстрел, случайно задев и других туров по соседству. Неудачно получилось. Дистанция 240 метров. Был неудобный камень через прицел сразу. Прицел занимает камни, соответственно, выстрел сделать небезопасно. Ну, пока переместились, все, и туры ушли. Ну ничего страшного, пойдем искать дальше. А Максим без комментариев. Что же, раз мы уже наверху, егеря предложили нам двинуться дальше по гребню и испытать счастье. Вдруг мы найдем что-то еще. Так и получилось. Несмотря на все усиливающийся ветер, выйдя на дальний от нас гребень горы, под нами, в ущелье, мы увидели группу спокойно лежащих и отдыхающих дагестанских туров. Мы тут же определили, что среди них был очень хороший трофейный самец с огромными рогами. Решив быть максимально скрытными и осторожными, чтобы не обнаружить себя, мы вдвоем с Сашей двинулись вниз, пытаясь максимально сократить дистанцию. Чем больше расстояние до цели, тем больше была вероятность промаха из-за шквалистого ветра, который к тому же дул не постоянно, а порывами, и поэтому его было очень сложно просчитать. Кто лежит? Да, перед ним головой вправо, да. Вот он самый, как получается, дальний от нас. Понял? Дальний посередине. Видишь его? А? Все, я его держу. Я готов.
Первая пуля попала выше, мимо тура. Третий с конца. Все, упал, есть. Все, есть. Молодец, Саня! Опять этот ветер, а? Да это вообще просто, нас с тобой не покидает ветер. Все четко, это третий с конца. Вот это вот. Вот, 15 лет, это вообще охрененный. Саша. Это стоило того. Это стоило того, да. Вот команда. Благодаря этой команде сегодня мы добыли великолепный трофей. Было тяжело, ну, по крайней мере, для меня. Не знаю, как для ребят. По секрету скажу, им тоже тяжело. Мне сказали, что нам тоже тяжело, просто мы не показываем вида. Просто мы местные, мы не можем так делать. Поэтому, но тяжелая охота, тяжелая, трудовая. Ребят, всем спасибо. Очень-очень, скажем, подсобили, выручили, показали многие моменты. Нашему оператору спасибо. И, конечно же, организатор, идейный вдохновитель. И, собственно, как-то так получилось, где-то немножко мой наставник горной охоты Максим Геннадьевич Воробьев. Ребят, всем спасибо. Саня, поздравляем. Спасибо тебе с полем, с горами. Великолепный трофей. Ура, ребята! Ура! Мы это сделаем.